Привет, канал про кино снова в теме. Если кажется, что вы уже все видели, значит просто не включали новинки последних недель. Мир сериалов снова устроил фейерверк. От корейских афер до британских загадок. Киношники не спят, они шлифуют жанры, смешивают стили и подают все так, что хочется смотреть запоем. Я собрал для вас свежие премьеры, где есть все – стиль, сюжет и тот самый вайб, ради которого ты включаешь еще одну серию. «Аферисты по-корейски» – свежий сериал, где мошенничество – это не преступление, а искусство с блестящей подачей. Главная героиня – умная, хитрая, IQ 165, мозги как суперкомпьютер. Вместе с ней опытный аферист с харизмой учителя жизни и добряк, который в аферах пока как студент на первом курсе. Они не крадут у простых людей, они карают богатых наглецов, у которых совесть давно продана на черном рынке. Это адаптация японского сериала «Уверенный в себе человек GP». Но по-корейски все ярче, смешнее и драматичнее. В ролях Пак Мин Йон, любимая секретарша всей Азии, Пак Хи Сун, суровый и стильный, и Джун Джон Хёк, молодой талант, который уже тянет внимание на себя. Сериал со старта рванул в топ-10 Amazon Prime. Фанаты в восторге, а критики ворчат, слишком театрально. Ну да, это же про аферы, тут все по определению слишком. Если хочешь увидеть, как красиво надувают богачей, включай «Аферисты по-корейски». Ферма, Греция и немного убийства. Так начинается легкий триллер о двух сестрах. Одна доит коров, другая ловит преступников. Уютные пейзажи, щепотка тайн и теплая атмосфера отпуска с детективом. И когда судьба решает, что пора сестрам встретиться, начинается приключение, семейные тайны, загадочные преступления и море оливок. Главные роли – Эмили Коркоран, селянка Ширли и по совместительству сценаристка сериала. Ее напарница – Дора Хрисику, настоящая греческая детективша с характером. А еще Питер Андре, бывший певец, теперь судебный патолог. Сюжет уютный, виды шикарные, атмосфера как отпуск с загадкой. Так что если вам хочется солнца, греческих пейзажей и парочки убийств без лишней крови, включайте «Убийство под солнцем» и пусть расследование идет в отпускном режиме. Политика, шпионы и стиль. Корейцы дают свой ответ Джеку Райану. Вышел новый сериал «Полярная звезда». Главная героиня Чон Чи Хён, звезда «Моя любовь с другой планеты». Теперь она дипломат, расследующая покушение на кандидата в президенты. А рядом Кан Дон Вон, спецагент с таким лицом, будто он все уже видел. Вместе они копают заговор, где ставки – судьба целой страны. Добавьте сюда Джона Чо и Star Trek, международные интриги и перестрелки в костюмах от Gucci и получите корейский Джек Райан, только с лучшей прической. Актеры корейского топ-уровня. Рейтинг на IMDb 6,1, но фанаты ставят выше. «Полярная звезда» – это драма, которая решила стать политическим триллером. Если любишь умные заговоры, стиль и драйв – смотри. А если нет, хотя бы узнаешь, что севернее Кореи тоже жарко. Вы знали, что в Швейцарии появился сериал с необычным названием «Половина Мальмё – это парни, которые меня бросили». Главная героиня Аманда, ей 31. Она долго была в завязке и решает снова нырнуть в мир свиданий. И тут начинаются неловкие встречи, парни, которые не знают, чего хотят, и подруги, которые знают все. Аманду играет Карла Сен. Вы ее видели в «Любовь и анархия». Она шикарно балансирует между комедией и драмой. Местами хочется смеяться, а местами выключить свет и рыдать. В сериале много честных, неловких и слишком узнаваемых моментов. Смешно и правдиво, как сама жизнь. На MDB 6,3 балла. Критики разделились. Одни хвалят за честность, другие говорят слишком поверхностно. Но сериал все равно залетел в топ Netflix в Швейцарии. Так что если любите историю про свидание и самоиронию, вам зайдет. А если нет, все равно гляньте. Вдруг и вас бросила половина Мальмё. Дисней снова выкатил новинку. Удивительная Ви подросток-вампир. Помните ту милую девочку-вампиршу из мультфильма? Так вот она выросла. Теперь школа, музыка и клыки в одном сериале. Ви Хонтли переезжает из Трансильвании в Академию искусств. Мечтает стать поп-звездой. Но есть нюанс. Никто не должен узнать, что она немного вампирша. А присматривает за ней призрак-нянька Дэми. Милый, но полный хаоса. В ролях Кензи Ричардсон, новичок зато с огоньком, Шон Диксон и Джи Вон Ли. Молодые, яркие, харизматичные. Рейтинги уже радуют. 7,8 из 10 на сайте IMDb. Зрители говорят, это Ханна Монтана, но с клыками и тенью от летучей мыши. Итог. Сериал легкий, музыкальный, смешной и уютно готичный. Идеально, чтобы включить вечером и вспомнить, каково быть подростком с секретом.
Британцы снова доказали, если уехать в тихую деревню, тебя найдут не только овцы, но и собственные тараканы в голове. Главный герой – Джон в исполнении Эндрю Линкольна. Да-да, нашего любимого Рика из «Ходячих мертвецов». После жуткой истории в Лондоне он сбегает с семьей в шотландскую глушь. Но вместо спокойствия – странные соседи, напряжение и чувство, что деревня явно что-то скрывает. Типа Midsommar, только без цветов, зато с психологией. Критики поставили около 63%. Сериал атмосферный, актеры топ, но темп медленный. Зрители делятся на два лагеря. Одни кайфуют от глубины, другие зевают и ждут, когда кто-нибудь наконец кого-нибудь убьет. Сериал «Холодные воды» не про монстров, а про то, что страшнее жить с собой и соседями. Красивая природа, мрачная драма, немного черного юмора. И все это с британским акцентом. Смотреть можно, особенно если вы любите медленные, умные триллеры с щепоткой безумия. Ну что, Netflix снова подкинул нам драму с запахом кофе и бед? Сериал «Черный кролик» не про милого зверька, а про двух братьев, у которых семейные проблемы выглядят как сюжет для криминального триллера. Есть Джейк, успешный ресторатор, у него все под контролем, пока не появляется брат Винс, ходячая катастрофа. Он в долгах, в неприятностях и вечно с фразой «ну, я сейчас все решу». Джейк пытается помочь, и как водится, вместе они вляпываются во все, что можно. Каст здесь просто невероятный. Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Лоу все тот же умный красавчик из талантливого мистера Рипли. Бейтман – мастер тихого сарказма, знакомый по культовому сериалу «Озарк». Критики сказали – норм, но тяжеловато. Плюсы – стиль, атмосфера и актерская игра. Минусы – мрак, тоска и ощущение, что включили ночник, но забыли лампочку. В общем, «Черный кролик» для тех, кто любит драмы с умным лицом и темным настроением. Так что включайте Netflix и ныряй в кроличью нору. Но аккуратно, выбраться будет непросто. И напоследок новый сериал «Подноготная». Это история про мужика, который решил копнуть слишком глубоко и, как водится, зря. Главный герой – Ли Рейбан, владелец книжной лавки и по совместительству журналист-расследователь. Играет его Итан Хоук, философ с лицом вечного страдальца из фильмов «Перед рассветом» и «Тренировочный день». Он лезет в дела местной элиты Талсы, где каждый второй с темным прошлым и отличным адвокатом. В режиссерском кресле Стерлин Харджо, автор «Псов резерваций» и обладатель гранта гения. Критики на Rotten Tomatoes дают высокую оценку, почти 98%. Зрители тоже хвалят, атмосферно, уютно, нуарно. Правда, тем, кто ждет экшена каждые 5 секунд, может показаться медленно. Короче, «Подноготная» — это не просто детектив. Это сериал про правду, совесть и то, что иногда лучше не копать, если не хочешь, чтобы тебя закопали. Сериалы сегодня как зеркало эпохи. Корейцы снова доказывают, что стиль – это оружие. Британцы играют на нервах, а американцы копают глубже, чем стоит. Так что устраивайте себе марафон с кофе и попкорном. Я уже посмотрел, теперь твоя очередь. Услышимся.